Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня мы готовим пиццу по-домашнему. С сочной ветчиной, грибами с насыщенным вкусом, свежим шпинатом и 2 видами сыра, нежной моцареллой и ярким чеддером. Нам понадобится для теста мука, холодная вода, дрожжи, соль, сахар, оливковое масло. Для начинки шпинат, томатный соус, сыр моцарелла, сыр чеддер, ветчина или канадский бекон, грибы, помидоры черри. Начнем с подготовки опары. В чаше миксера соединяем холодную воду, сахар и дрожжи. Легкое перемешивание и даем постоять 5-7 минут, чтобы дрожжи проснулись и начали работать. Пока они активируются, нарежем грибы тонкими и слегка обжарим на сухой сковороде или с каплей масла. Так мы избавимся от лишней влаги, и начинка не сделает тесто мокрым. Ветчину нарежем тонкими полосками или небольшими кубиками. Черри пополам, чтобы при запекании они выпустили сладкий сок. Когда опара готова, добавляем муку и соль. Замешиваем тесто с насадкой крюк или вручную, если любите почувствовать процесс. Как только тесто собралось в шар, вливаем оливковое масло и продолжаем месить еще 6-8 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и упругим. Скатываем тесто в шар, накрываем полотенцем или пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре. Спустя нужное время тесто хорошо поднялось. Приступаем к формированию пиццы.
Раскатываем тесто в тонкий пласт по размеру противня. У нас 35-40 сантиметров. Смазываем основу томатным соусом тонким ровным слоем. Далее слой шпината. Затем грибы. Ветчина. И яркие половинки черри. Выкладываем половинки моцареллы. И щедро посыпаем сверху чеддером.
Разогреваем духовку до 250 градусов по Цельсию. Выпекаем 12-15 минут, пока края не станут золотистыми, а сыр полностью расплавленным и слегка румяным. Помните, у каждой духовки свой характер, поэтому ориентируйтесь на время и на цвет пиццы. Достаем пиццу из духовки, даем ей отдохнуть буквально 1-2 минуты, нарезаем на порционные кусочки и подаем горячей. Наша пицца готова. Зовите всех к столу и наслаждайтесь этой аппетитной, сочной, тянущейся сырной красотой. Готовьте вместе с нами, делитесь своими впечатлениями в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Наша пицца готова. Можно звать всех к столу. Попробуйте приготовить и поделитесь. И до новых встреч на нашей кухне!